И здравствуйте, зрители и подписчики! В этом видео я расскажу о том, как сделать умный обогреватель на плате ESP8266. Он будет поддерживать заданную вами температуру или включаться и выключаться по времени. Для этого проекта я разработал Android-приложение, при помощи которого вы сможете управлять обогревателем по интернету. Если вы хотите поддержать выход новых видео, просто поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Не буду тянуть время и приятного просмотра. Этот обогреватель может работать в двух режимах: по температуре и по времени. Для работы в режиме по температуре введите температуру, которую вы хотите поддерживать. После запуска режима обогреватель будет поддерживать температуру в диапазоне от минимальной до максимальной температуры. Если что, для определения минимальной температуры мы отнимаем от заданной определенное число, а для определения максимальной мы добавляем к установленной температуре уже другое число. В настройках приложения это можно подкорректировать. В этой же вкладке вы можете вручную включать и выключать обогреватель или просматривать текущую температуру. Для работы в режиме по времени укажите время, в которое обогреватель будет включаться, и время, в которое он будет выключаться. Красным выделено время включения, а светло-красным время выключения обогревателя. Для того, чтобы управлять обогревателем с моего приложения, вам нужно создать в нем пользователя. В своих предыдущих видео я уже неоднократно об этом говорил, поэтому долго останавливаться на этом мы не будем. После создания пользователя подключите плату ESP к питанию, подключитесь к Wi-Fi точке «Умный обогрев», откройте этот экран приложения и заполните следующие поля. Последний параметр – это интервал получения и отправки температуры в минутах. Параметры работы можно отправить как через Wi-Fi сети, то есть при первоначальной настройке платы, так и по интернету, то есть вы можете дистанционно изменить их. Для того, чтобы снова перейти в режим настройки параметров, нажмите и удерживайте специальную кнопку, подключенную к вашей плате. Затем подключите плату к питанию, подождите несколько секунд, и у вас снова появится точка «Умный обогрев». В моем приложении также есть экран настроек. Здесь вы можете запустить отображение уведомления с текущей температурой. Ниже можно указать то, будут ли уведомления
при включении и выключении обогревателя в режиме по температуре. Эта функция будет работать только если у вас включен предыдущий параметр. В следующем разделе находятся настройки минимальной и максимальной температуры. Для этого проекта я использовал этот керамический обогреватель. Мне он нужен для поддержания температуры в домике шиншиллы. Также я использовал плату Node MCU ESP8266 версии 0.9, датчик температуры DS18B20, модуль одноканального реле, компактный блок питания, кнопку для перехода в режим настройки и два резистора номиналами 4,7 и 10 кОм. Корпус для этого проекта я смоделировал во Fusion 360 и напечатал на своем 3D принтере. Сам корпус состоит из двух частей: основной и крышки. В основной части предусмотрены бабышки для крепления платы ESP, отсеки для блока питания и реле, отверстия для кнопки и проводов датчика температуры и выступы для крепления корпуса при помощи шурупов. Теперь давайте поговорим о коде для платы ESP8266. Для его загрузки скачайте библиотеки из моего GitHub репозитория. В коде вы можете указать максимальное время подключения к Wi-Fi сети, интервал переподключения и максимальное количество попыток получить температуру. Для обмена данными между платой ESP и смартфоном я использовала платформу для мобильных приложений Firebase. Из всех ее функций я использовал систему авторизации и базу данных Real-Time Database. Система авторизации позволяет множеству пользователей, подключенных к одной базе данных, управлять каждый своим устройством. Базу данных Real-Time Database я использовал потому, что данные в ней обновляются в реальном времени. Я не раз добавлял ее в свои предыдущие проекты. Данные в Real-Time Database хранятся в узлах в виде JSON-структуры. У каждого пользователя есть свой узел, в котором находятся другие узлы для хранения команд со смартфона и данных от платы ESP. После загрузки скетча спаяйте все компоненты по этой схеме. Для подключения этого устройства к питанию возьмите любой шнур и подключите провода к контактам оси на блоке питания. Сам обогреватель нужно подключить к питанию через реле. Теперь к тому, как я использовал это устройство.
для того, чтобы питомец не коснулся горячей части обогревателя, я разместил его в крышке домика. Блок управления обогревателем я прикрепила к крышке с помощью шурупов, а датчик температуры я разместил следующим образом. Если вы будете повторять мой проект, напишите в комментариях, как именно вы будете его использовать. А на этом мое видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.